Друзья, всем привет! С вами Виктор, и вы на канале про часы. И сегодня снова поговорим про российские часы. Надеюсь, эта тема вам интересна. И на обзоре у нас часы штурманские. Штурманские уже появлялись на обзоре, и тогда я немножко больше рассказывал про историю компании. Тогда это были часы Гагарина в корпусе 33 мм и, в принципе, точная копия часов, в которых Юрий Алексеевич Гагарин и летал в космос. Если еще не посмотрели, рекомендую посмотреть этот обзор, где-то вот здесь появится ссылка. Ну а сегодня поговорим про другую модель. Это более современные часы. Здесь механизм Восток с автоподзаводом, второй часовой пояс и две заводные головки. В принципе, часы выглядят довольно интересно и больше подойдут на повседневный вариант. Не забывайте подписаться на канал, а если хотите получать уведомления о новых выпусках, нажмите на колокольчик. Ну что, давайте к самим часам. Поехали! Ну что, друзья, давайте смотреть на часы штурманские. Вот в таком виде они к нам поставляются. И сначала идет транспортировочная бумага, и далее сам уже чехол для часов. Довольно интересно выглядит. Черного цвета с оранжевой прострочкой и такой материал наподобие кожи. Здесь мы видим сам логотип штурманские. И давайте вовнутрь. Здесь на кнопке, и сами часы лежат прекрасно на подушечке. Часы мы пока уберем. Что еще есть? Есть еще инструкция, но такую инструкцию мы уже видели. Здесь опять-таки нарисован Гагарин. Первые часы в космосе на двух языках. Полностью все механизмы, которые используются в часах штурманские, которые сегодня производятся. Уберем. Это нам пока не нужно. И давайте к самим часам. Такая довольно интересная оранжевая подушечка. В принципе, цвета интересные выбраны. Оранжевый с черным. Довольно красивое сочетание. И сами часы. Это у нас мужская модель из линейки Гагарин. И примечательна она тем, что здесь присутствуют две заводные головки, внутренний безель, который можно использовать как 24-часовой формат, две заводные головки и дополнительная GMT стрелка. Установлен здесь механизм 2426 производства Восток. Опять-таки мы видим вот такой логотип штурманский и надпись, какой здесь механизм и номер часов. Ну, уберем все лишнее и давайте раскроем часы. Часы у нас выполнены из стали и идут на кожаном ремешке. Неплохой ремешок, да, действительно, это не кожа крокодила или аллигатора, но тиснение такое есть. Если любите, отлично. Я, например, не особенно люблю такие тиснения, мне больше нравится какая-нибудь гладкая кожа или немножко шершавая, без закоса под действительно элитную дорогую кожу. Оранжевая прострочка, и здесь мы видим натуральная кожа и штурманские. Бакля в пленке, на бакле тоже надпись штурманские, в данном случае латиницей. Ну, неплохого качества бакля, в принципе, да и сам ремешок, наверное, довольно долго может прослужить. Если был опыт с такими ремешками, напишите в комментариях. И давайте к самим часам. Пройдемся по габаритам. Диаметр корпуса в этой модели составляет 43,5 мм, толщина 13,4 мм. Ну и довольно крупные заводные головки. Каждая заводная головка вот больше 8 мм. В принципе, вполне себе прилично. Заводные головки здесь обе завинчиваются. Давайте снимем пленочку с циферблата. Вот такой у нас красивый здесь циферблат. Мне нравится это сочетание цветов, синий с белым. Это довольно популярно и выглядит очень даже неплохо. Что по самому корпусу? Отделка двух типов. Мы видим здесь и сатинирование, и полировку. И в сочетании выглядит вполне себе интересно. Хорошо обработаны все края. И видите, довольно интересно сделаны такие скосы, срезы на ушках часов. И заводные головки. Для чего они нужны? Давайте сразу начнем с левой, которая находится в необычном положении на отметке 10 часов. Эта заводная головка завинчивается. И когда мы ее достаем, мы можем вращать внутренний безель часов. Таким образом, наша стрелка GMT, которая красная, вот эта стрелка, она может показывать время во втором часовом поясе. Как видите, основные стрелки показывают сейчас практически почти 5 часов. Если мы выставим безель в положение 0, чтобы у нас 24 часа было на отметке 12, то мы видим здесь то же самое, 17. То есть сейчас 17
часов. Но при этом, если мы перемещаемся в другой часовой пояс, мы можем спокойно переставить безель, и теперь у нас уже отметка 13 часов. Решение вполне удобное, но при этом, к сожалению, вот эта красная стрелка, она не может вращаться отдельно от основных стрелок часов. Если бы еще и такая функция была, было бы вообще замечательно. Но на это не рассчитан механизм. Механизм здесь с автоподзаводом, механизм производства Чистопольского часового завода «Восток» 2426, что указано на нашей бирке. И эта заводная головка завинчивается. Не забывайте завинчивать заводные головки, если на ваших часах они такие, ибо это сулит попадание влаги очень легко и быстро в ваши часы, и тогда они выйдут из строя. Ну и вторая заводная головка точно так же завинчивается. Давайте сейчас ее открутим, заведем часы. Ну и во втором положении мы можем переводить стрелки. Вот обратите внимание, если мы поставим стрелки обе на 12 часов, вот сейчас у нас все три стрелки показывают полночь. Все три стрелки находятся в одном положении. Давайте немножко детальнее становимся на корпусе. В принципе, по качеству отделки у меня нареканий нет. Выглядит вполне себе приятно. Даже вот в тех местах, которые скрыты от взгляда. Ну, не знаю, где точно этот корпус произведен. Мне почему-то кажется, что сделан он не в нашей стране, но при этом выполнен он качественно, хотя, на мой взгляд, толстоват. Мне казалось, что, судя по фотографиям, казалось, что эти часы немного тоньше. Но при этом выглядит вполне себе достойно. Что по задней крышке? Задняя крышка на винтах. И мы здесь видим номер часов. 1034 из 2000, это лимитированная серия в 2000 штук. Хотя, опять-таки, 2000 штук это уже довольно себе большая серия и не особенно лимитированная. Автомат, нержавеющая сталь, штурманский 10 атмосфер. И мы видим на задней крышке гравировку в виде карты. И здесь, как говорят, карта плоской Земли, да, вид на Северный полюс, который находится по центру. И вы видите, насколько меняется проекция. Мы видим, что размеры, если сравнить Африки, Европы или Африки с Россией, то совершенно по-другому это выглядит, не так, как на классической карте. Если есть сторонники теории заговора, пишите в комментариях, будет интересно обсудить. Ну и решение с винтами на задней крышке тоже довольно интересное. Здесь плоское минеральное стекло, оно так слегка выпирает. Я думаю, что в принципе больших проблем с ним быть не должно. Но за счет того, что минералка любит собирать царапины, нужно быть все-таки немножко аккуратнее. Жалко, конечно, что не сапфир. И стоимость этих часов 27 тысяч рублей. Как мне кажется, стоимость вполне себе адекватная по сравнению с другими производителями часов в России, вполне себе приемлема. И что у нас по циферблату? Циферблат выполнен в несколько уровней. Ну и если идти от края к центру, что мы видим? Внутренний безель, который, собственно, вращается. Далее минутная шкала с разметкой 60 минут. Довольно четкая разметка. И давайте посмотрим, как секундная стрелка по этой разметке идет. В принципе, отлично доходит, перекрывает с собой метки. Видите, такой красный кончик еще на красной стрелке. Дальше крупные индексы часов. Действительно такие большие синего цвета накладные индексы. Внутри мы видим надпись «Штурманские», «Гагарин», «Автомат», второе поясное время 12:24. Вот что меня немножко смутило, это надпись «Гагарин» на этих часах. Я понимаю, что серия называется «Гагарин», и многие часы штурманские, да если не все, они, собственно, и посвящены полету Гагарина в космос. При этом, на мой субъективный взгляд, эта надпись может немножко отпугнуть как раз-таки покупателей и пользователей. Ведь, да, Гагарин летал в других часах, и эти часы прекрасные, и они есть в линейке штурманские, но писать эту фамилию на абсолютно каждые часы, не совсем, наверное, правильно. Хотя, в принципе, Гагарин этого достоин. Что еще интересного, это подсветка. Мы видим люм на стрелках и видим точки люма, которые нанесены и внутри на циферблате, и по внешней разметке. То есть, в принципе, они вроде кажутся маленькие, но должны светить довольно неплохо. И действительно я удивлен, что свечение настолько сильное. Да, скорее всего, оно будет светить недолго, но в целом выглядит очень даже интересно. Хотя казалось, что довольно маленькие метки будут светить слабо.
Что еще мне понравилось, это вот эти полированные кольца на циферблате вокруг. Они довольно интересно переливаются, играют цветом, выглядит вполне себе неплохо. Ну и самое главное, надпись «Сделано в России». Что конкретно в этих часах сделано в России? Ну, если как минимум это идея, как минимум это дизайн, как минимум это бренд и механизм. Механизм здесь наш. Что касается корпуса, что касается циферблата, стрелок, меток, ну, скорее всего, это все уже привезенное. Тем не менее, сборка происходит у нас. И занимается производством этих часов компания Volmax, которая и находится сейчас в тех же цехах, где раньше был первый московский часовой завод. Компания Volmax одна из тех, которые образовались как раз таки после развала первого московского часового завода. И марку штурманские они, собственно, и возродили, и продолжают производить часы под этим брендом. Давайте более детально посмотрим на циферблат. И, на мой взгляд, все выполнено очень достойно. Таких существенных каких-то недоделок нет в принципе. Возможно, какие-то пылинки и есть, но для того, чтобы их увидеть, нужно действительно супер увеличение. А как говорят те же производители японских часов, если огрехи не видны с расстояния 30 сантиметров, значит их нет. Мы-то любим придраться посерьезнее. Но в целом все выполнено хорошо. И окошко даты мне нравится, неплохо сделано. Сейчас вот видите, 20 число мы видим в окошке даты. В принципе, довольно неплохо все это выглядит. По поводу гравировки на задней крышке, она тоже здесь не глубокая, но в целом вполне себе достойна. И мне приятно, что надписи сделаны здесь на русском языке. Вот и смущает единственная надпись латиницей на бакле. Это здесь, по сути, единственная надпись на латинице. Но сойдемся на том, что ремешок точно делается не у нас. И как привезли, так привезли. Ну и на что еще хочу обратить внимание, это на вот эти косые прорези на заводных головках. Выглядит, на мой взгляд, очень интересно. Нестандартное решение. И работать с такой заводной головкой очень легко и удобно. Не проскальзывает, уверенно сидит в руке. И вот таким образом часы сидят на руке. На моем запястье 17,5 сантиметров. Выглядит это вот таким образом. Для меня часы, конечно, крупноваты. Обычно спрашивают, какой размер от ушка до ушка. И здесь это 52 миллиметра. Довольно крупно, но сами ушки, видите, слегка загнуты и как обрезаны. Поэтому в принципе смотрится неплохо. Часы сами не тяжелые, очень комфортно сидят. Ну и считываемость времени здесь действительно хороша. Ну и вот такие они штурманские из линейки Гагарин. Что из плюсов мне понравилось, это внутренний безель, который можно использовать как в формате 24 часа. Это красная стрелка GMT. Из минусов это, пожалуй, то, что эта стрелка GMT завязана на основных стрелках и не может вращаться отдельно. Ну и немножко большеват корпус. Ну, это лично для меня. Кому-то будет в самый раз. И, кстати, действительно удивило свечение суперлюминовый. Если вы не смотрели еще ролик про штурманские от Гагарина, рекомендую посмотреть и его. Все-таки это часы из одной линейки, одного производителя. Пишите в комментариях, что вы думаете про марку штурманские и конкретно про эти часы. Будет интересно почитать. Спасибо за просмотр. До новых встреч на канале. Пока.